Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Мы в корейском городе Инчон, это третий по величине город Южной Кореи. Как вы думаете, что в этих корейских газетах? Вы думаете, в них орхидеи? Нет, друзья, в них листья. Листья алоэ вера. 10 килограмм листьев алоэ вера для восстановления иммунитета орхидей. 10 килограмм счастья. Откуда в Корее листья алоэ вера, спросите вы? Ведь в Корее климат совершенно неподходящий для выращивания этого чудеснейшего растения. Дело в том, что в Южной Корее занимаются выращиванием алоэ в промышленных масштабах. Природа – это наилучшее из всех условий, что дает наслаждение жизнью. В Корее считают, что люди могут заново открывать гармонию сущего на основе постоянного изучения природы и применения результатов исследований в повседневной жизни. Сегодня люди цивилизованного общества во многом утратили связь с природой. На этом фоне южнокорейские компании хотят обратить внимание всех народов мира на открытие новых возможностей гармоничного развития природы и человека, что позволит людям жить более счастливо. Быть более счастливым людям, быть более здоровым орхидеям. Уже несколько месяцев подряд на этом канале я рассказываю вам и показываю чудодейственные свойства алоэ. Алоэ древовидного, алоэ вера. Рассказываю и показываю на примере своих орхидей, своих домашних растений, каким образом на них повлияло использование сока алоэ, настоя алоэ, как эти орхидеи чувствуют себя все это время. Каждый месяц 24 числа или около этого я показываю вам одни и те же растения, чтобы вы могли пронаблюдать, что с ними все в порядке, они прекрасно развиваются, великолепнейше себя чувствуют и красиво цветут. На протяжении 5 месяцев, месяц за месяцем, я показываю вам одни и те же орхидеи и рассказываю, для какой цели я применяла сок алоэ или настой алоэ для них. Еще раз внимание, друзья! Алоэ не лечит бактериозы или микозы. Это не тот препарат. Алоэ повышает иммунитет, делает здоровье орхидеи лучше в целом, укрепляет это здоровье, но не лечит сосудистые проблемы. Друзья, не нужно пытаться вылечить геморрой с помощью таблетки от головной боли. Поймите это. Друзья, сок алоэ – это не фунгицид и не антибиотик. Что содержится в соке алоэ? В нем содержатся микроэлементы, минеральные соли, витамины А, В1, В2, В3, В6, В9, витамин С, антиоксиданты, витамин Е, множество аминокислот, а также дубильные соединения, флавоноиды и каротиноиды. И вот именно этот состав сока алоэ и помог моим растениям так прекрасно развиваться на протяжении 5 месяцев, и не только моим. Вы почитайте отзывы зрителей, какие результаты у них. Под каждым видео об алоэ есть множество отзывов в комментариях о том, как сок алоэ помог орхидеям зрителей. Вступление было долгим, но тем не менее сейчас мы перейдем к осмотру тех растений, которые самыми первыми приняли участие в тестировании сока алоэ, настоя алоэ, и посмотрим, что стало с этими растениями за 5 месяцев. На ваших экранах август 2021 года и то растение, которое стало, так сказать, виновницей применения настоя алоэ на орхидеях. Это детка Phalaenopsis amaya, купленная в другом городе, которая вот так в обыкновенной сумке приехала ко мне в дом, и при первичном осмотре я обнаружила, что растение в плачевном состоянии. Тургора листьев не было совершенно, корневая система была утрачена полностью. С учетом того, что и так маленькое растение было посажено в большой для него горшок диаметром 12 сантиметров,
3 корня на весь горшок, и те полностью сгнили. В горшке нет вентиляционных отверстий, а значит, корневой системе совершенно нечем было дышать. Все это и привело к таким плачевным последствиям. Когда корневая система утрачена полностью, единственное, что мы можем предложить орхидее, это питание с помощью листовых пластин. И тогда я приняла решение использовать водный раствор сока алоэ для восстановления этой орхидеи. Мы не в Корее, и алоэ вера у нас нет, но у нас есть обыкновенный бабушкин алоэ, или алоэ древовидное, или столетник. Вот такой столетник растет очень давно и у меня дома, у меня их несколько кустов, я рассказывала, и еще полная лоджия алоэ у моей мамы. В нашей семье алоэ растет испокон веков, еще от прапрабабушки. У меня в холодильнике всегда лежит несколько ферментированных листьев алоэ. Из этих листьев я выдавила сок. Сок разбавила обыкновенной кипяченой водой в пропорции 1 к 3. То есть на 1 столовую ложку сока алоэ я взяла 3 столовые ложки обыкновенной воды. В этом растворе сока алоэ я смочила обыкновенные ватные диски и прикрепила их к тыльной стороне листа орхидеи. Таким образом, вода, попав на устьичные щели растения, которые располагаются с тыльной стороны листа орхидеи, повысила тургорное давление, щели, соответственно, раскрылись, и начался забор углекислого газа и воды через устьичные щели орхидеи. Тем самым растение стало получать питание. Этим же раствором я пролила корневую систему орхидеи. Для чего, если корней у растения нет? Друзья, орхидея утратила виламен, то есть тот губчатый слой, который окружает центральный стержень или осевой цилиндр корня орхидеи. Тем не менее, возможно, сами стержни еще функционировали, и я на всякий случай делала пролив корневой системы растения водным раствором сока алоэ. И вот, друзья, на ваших экранах промежуточный результат действия раствора сока алоэ на этом фаленопсисе. Вы видите и начало корневого роста, прекрасные корни формируются у растения, и рост нового листа, и рост нового цветоноса, а также пробуждение меристемной почки на прежнем цветоносе. И вот, друзья, сегодня 24 декабря 2021 года, и давайте посмотрим, как выглядит растение на сегодняшний день, что с ним произошло. У орхидеи прекраснейший тургор, великолепная листовая масса, с учетом того, что это детка фаленопсиса. И растение цветет. Цветет на 2 цветоноса, а точнее на ответвление у старого цветоноса и на полностью новый сформированный цветонос. Причем на ответвлении у орхидеи 3 цветка, а на новом цветоносе уже сформировалось 5. То есть в общей сложности совершенно маленькая детка фаленопсиса майя будет цвести в этом цветении на 8 очень красивых и солнечных цветов. Таким образом, раствор сока алоэ позволил нам за 5 месяцев вырастить из детки с цветоноса орхидеи, которая была совершенно без корней, здоровое, сильное, полноценное растение, которое к тому же на данный момент уже пышно цветет. Вот такой результат за 5 месяцев. Не только детке с цветоноса фаленопсиса майя достался тогда раствор сока алоэ, но и другим орхидеям моей коллекции. Одной из этих орхидей была брассия, которая находилась тогда в стадии активной вегетации. Конечно же, ни о каком цветении на тот период я не могла даже мечтать. Почему? Да потому что брассия была только после приобретения. После пересадки в новую и совершенно незнакомую ей систему посадки ей предстояло укоренение и активная вегетация. Тем не менее, после применения раствора сока алоэ я увидела вот это. Это цветонос. Цветонос на брассии.
Так вот, друзья, за те 5 месяцев, что использовался раствор сока алоэ на ней, Брассия уже второй раз цветет. Цветет очень красиво, жизнерадостно, необыкновенно красивые звездчатые цветы. Полностью укоренилось растение в новой посадке и чувствует себя просто великолепно. За эти месяцы сформировалось несколько новых бульб, и вы посмотрите, какие это бульбы. Совершенно красивые, здоровые, сильные. А это значит, что в будущем растение будет по-прежнему радовать нас новым цветением. И это цветение будет постоянным и круглогодичным. Напомню, друзья, что эта орхидея еще и необыкновенно ароматная. Для всех, кто любит ароматы, рекомендую. Точно по такому же сценарию развивались события после применения раствора сока алоэ и у другой моей бульбовой орхидеи, у Зигопиталума Луизендорф. Точно так же, находясь в стадии активнейшей вегетации, когда орхидея растила несколько новых ростов, у нее появился цветонос. С учетом того, что орхидея на тот момент только отцвела, появление нового цветоноса было полнейшей неожиданностью. И вот так красиво орхидея с этого цветоноса процвела. Друзья, я, конечно, все понимаю, но цвести 4 раза в году для Зигопиталума – это верх мечтаний. И посмотрите, что у нас сейчас, на данный момент. А сейчас, друзья, мы готовимся к новому цветению. Бутоны уже так налились, что я ожидала, что они вот-вот успеют распуститься к выходу этого видео, но нет, друзья, по-прежнему бутоны, но посмотрите, какие они. А вот так, друзья, увеличилась куртина этого растения, и посмотрите, и сейчас у него активная вегетация, растет новый рост. А это значит, что в скором будущем с этого невызревшего роста Зигопиталум снова процветет и снова порадует нас своим невообразимо ароматным цветением. Переходим к следующему растению, и на этот раз это фаленопсис Клеопатра. Растение я приобрела в июне этого года, и 3 месяца вплоть по август это растение находилось в коматозном состоянии, то есть не развивалось совсем. Оно только цвело, не было ни корневого роста, ни роста листовой массы, ничего. И на нем я тоже решила применить раствор сока алоэ для того, чтобы он дал толчок дальнейшему развитию растения. И вот через 3 недели у орхидеи появились новые корни и вот такой новый молодой лист. Еще через месяц я увидела вот это чудо в пазухах фаленопсиса Клеопатра. У нее появился маленький цветонос, и это на фоне того, что растение продолжало бурно развиваться. У нее был великолепный корневой рост и листовой рост, то есть растение полностью дорастило тот маленький листик, который только появился в августе. Помимо нового цветоноса, на старом пробудилась меристемная почка, и сейчас мы можем видеть, во что развилось то ответвление. Посмотрите на это ответвление на вчерашний день. А еще через несколько минут вы сможете увидеть распуск первого цветка на уже домашнем цветении этого фаленопсиса. И все это за 5 месяцев, с учетом того, что первые месяцы орхидея не развивалась вовсе. И вот, друзья, встречайте новое цветение конца 2021 года у фаленопсиса Клеопатра. Цветение на новом цветоносе и на ответвлении к прежнему. И вы посмотрите распуск первого бутона этого цветения. Невообразимо красивые цветы фаленопсиса Клеопатра нового образца. И вот вам результат. Орхидея была после покупки. За эти месяцы после применения раствора сока алоэ орхидея адаптировалась, нарастила новую корневую систему, листовую массу и прекрасным образом зацвела на 2 великолепных цветоноса.
После применения раствора сока алоэ у активно вегетирующей котлеи, которая только сформировала 3 прекрасные бульбы, в 2 из них появились чехлы. В скором будущем к 2 чехлам присоединился 3, и получилось, что после применения раствора сока алоэ у одной котлеи на 3 бульбах появились чехлы. Уточняю, что на этой котлее также применялся водный раствор 1 к 3, то есть на 1 ложку сока алоэ 3 столовых ложки воды, и все это в корневую систему растения, буквально 1-2 столовых ложки на посадку. И вот, друзья, уже сегодня мы можем любоваться результатом действия раствора сока алоэ. Первая из бульб уже зацвела. На ней 3 невероятно ярких цветка. Это просто что-то люминесцентное. Оно, мне кажется, светится даже в темноте. Вторая бульба тоже начала свой распуск, и посмотрите, какими изначально раскрываются эти цветы. Во-первых, они совершенно желтые, а не ярко-оранжевые. Во-вторых, они мелкие. И поначалу кажется, что цветение будет каким-то неказистым, но нет, друзья, пройдет несколько дней, цветы наберут и форму, и размер, и, конечно же, свой невообразимо яркий цвет. Напомню, это не ароматная котлея азиатских производителей, сорт называется Golden Satisfaction, то есть золотое удовлетворение. И снова фаленопсис на ваших экранах, фаленопсис Чея Янлин, фаленопсис азиатских производителей. На этом фаленопсисе, а точнее на его листьях, использовался и применялся неразбавленный, не ферментированный сок алоэ. То есть я взяла свежесрезанный лист алоэ, разрезала его на 2 части и мякотью этого листа алоэ натерла листья этого фаленопсиса. Зачем я это делала? Дело в том, что после выхода первого выпуска об использовании сока алоэ в комментариях появились сомневающиеся и написали, что много лет назад, когда-то там, где-то там использовали сок алоэ и сожгли листья орхидеи. И тогда не только я, но и зрители канала решили провести точно такой же эксперимент, взяли свежие листья алоэ и натерли ими листья орхидей. И вот в данном случае неразбавленный, не ферментированный сок алоэ использовался на листьях вот этого фаленопсиса. Все результаты промежуточные вы можете посмотреть в соответствующих видео. Все ссылки на эти видео я оставлю в комментариях под этим видео, в закрепленном комментарии и в описании под этим видео. Можете ознакомиться. Здесь же я лишь скажу, что фаленопсис, несмотря на применение неразбавленного сока алоэ, прекрасно себя чувствовал, великолепно процвел, цвел долго, ни один цветок или бутон не сбросил, великолепно цвел на 2 шикарных цветоноса. Во время этого цветения на 2 цветоноса фаленопсис решает выпустить 3-й цветонос. Вот это для меня была полнейшей неожиданностью. Почему? Да потому что за 2,5 года жизни в моих домашних условиях этот фаленопсис всегда цвел на 2 красивых и гладких цветоноса, и не более. После применения неразбавленного сока алоэ у растения в жизни, видимо, все изменилось. И на этот раз орхидея выпустила цветонос. Но какой! Посмотрите, друзья, это один цветонос, но от него из каждой меристемной почки идут ответвления. Как вы могли видеть на предыдущих кадрах, цветонос орхидеи стал загибаться, как бы скрючиваться вниз. Конечно же, такое положение дел меня вообще не устраивало, и я по своему обычному способу начинаю этот цветонос формировать. Вы посмотрите на свои экраны. Я прикрепляю опять же снизу этого цветоноса палочку или веточку
от гибискуса. Крабиками или зажимами прикрепляю к нему цветонос, распрямляя его, тем самым буду формировать красивое и пышное цветение. Ну и, конечно, мой уход, друзья, не обходится без каждодневных опрыскиваний, орошений растений из пульверизатора. И это не считая того, что каждую неделю мои орхидеи душуются. Вот такие мелкие капли, мелкодисперсные частицы воды попадают на тыльную сторону листовых пластин моих орхидей. Тургорное давление в листьях повышается, устичные щели раскрываются, и в дневное время запускается процесс С3 фотосинтеза. Если вы ничего не знаете об этом, пройдите в плейлист «Фаленопсис и вопросы по уходу» и изучите эти видео. Друзья, это основополагающие видео. Все, что нужно вашей орхидее, это правильные условия и отрегулированный уход. А остальными средствами мы лишь помогаем, как бы дополняем основной уход и основные условия. Сок алоэ является прекрасным дополнением к правильным условиям содержания и к отрегулированному уходу, потому что сок алоэ позволяет вырастить здоровое, крепкое и красивое растение, позволяет достичь необыкновенно пышного цветения. Итак, друзья, я вам рассказала о применении столетника или алоэ древовидного или бабушкиного алоэ, того алоэ, который растет у нас на подоконниках, а теперь мы посмотрим опыт тех зрителей, у которых алоэ растет прямо возле дома в природных условиях или в катках возле домов, так как это происходит на Канарских островах. Можно пойти на улицу, сорвать лист алоэ, положить его в холодильник, выдержать 2 недели, а можно и не делать этого. После этого выдавить мякоть алоэ, выдавить из нее сок, а затем смешать этот сок с водой прямо в пульверизаторе. После чего обработать мелким распылением все листовые пластины и стволы своих орхидей, при этом получить грандиозный результат. В комментариях у меня спрашивали, в каких пропорциях необходимо разводить сок алоэ вера для распыления пульверизатором. Я узнала у Элины, она разводит в пропорции 1:10, то есть на 1 часть сока 10 частей воды. И вот этим раствором она орошает все свои орхидеи по листовым пластинам, по стеблям, по внесубстратным корням и по корням по поверхности субстрата. Еще раз о концентрации: на 50 мл сока алоэ 500 мл воды. Вот при таком использовании, друзья, когда алоэ не приходится экономить, не приходится его покупать в аптеках или еще где-то, результаты воистину великолепные. У орхидеи растет все. Даже у однолистной детки на цветоносе растут корни и растет цветонос. А какие корни растут от алоэ, друзья? Вы посмотрите на эти фотографии, вы посмотрите на эти видеокадры. Элина рассказывает, что таких результатов у нее не было никогда, хотя она и раньше знала о целебных свойствах алоэ, и раньше алоэ рос у нее под домом, но использовать его она никогда не использовала. И вот тут наш канал. А на нашем канале самые ценные советы. И вот такой результат за совершенно короткий промежуток времени. Несколько цветоносов. Элина говорит, что на ее орхидеях растут по 3, по 4, по 5 цветоносов. И вот такие корни. Это будет невообразимое цветение. Подобные результаты получили и другие зрители канала, об этом вы пишете в своих комментариях. Алена Ахмедова написала: у меня тоже очень хороший результат от применения сока алоэ, схожий с канарским. Думаю, благодаря вам в этом году мои орхидеи выдали дружно цветоносы, да не по одному. В прошлом году такого результата не было. Еще раз посмотрим, друзья, как в Корее выращивается алоэ в промышленных масштабах в теплицах, для того, чтобы нам и нашим орхидеям жилось более счастливо.
А вот так растет алоэ прямо на улице на Канарских островах в дробленной лаве и прекрасно себя чувствует. Еще раз напоминаю вам, друзья, что любое средство по уходу за орхидеями нужно применять обдуманно. Вас никто не заставляет пользоваться опытом другого, и никто не заставляет его применять на своих орхидеях. Подумайте об этом. И еще раз я акцентирую ваше внимание, что в моем случае и в случае зрителей канала, тех, о которых я рассказываю в видео, применяется только натуральный живой сок алоэ из реальных настоящих растений. Не аптечные средства, не спиртовые растворы, не ампульные алоэ, а именно натуральные листья алоэ, алоэ древовидного и алоэ вера. Но тем не менее я не могу не отметить того, о чем пишут зрители в комментариях, а они массово пишут о том, что работает также спиртовой и ампульные растворы алоэ. Посмотрите на эти комментарии, я буквально несколько вставила в это видео, но их сотни под видео об алоэ, которые выходили прежде на этом канале. Так, друзья, сегодня я вас познакомила с результатами 5-месячного использования сока алоэ на орхидеях, и заканчивать сегодняшнее видео я буду видами лаванды, которая растет у меня в горшке. Напоминаю вам, что 26 минут вы провели на канале Классика орхидейного жанра. И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео, и оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.